В этом ролике я покажу вам, как пользоваться программой Unreal Engine VR, которую сделал PreyDog. Он уже давно занимается разработкой VR-модов для различных игр, но то, что он сделал сейчас, это действительно что-то революционное. Благодаря одному маленькому приложению у нас появилось сразу более 1000 игр с VR-поддержкой, и это число продолжает расти. Для начала переходим к монитору. В описании я оставил ссылку на GitHub этой программы. Здесь мы находим самую свежую версию и скачиваем zip-архив. Прелесть в том, что нам не нужно ничего устанавливать. Нужно просто разархивировать все файлы и положить в удобную для себя папку. Будет очень хорошо, если эта папка будет лежать на SSD-диске. Далее нам нужно запустить ярлык, и у нас откроется вот такое окно. Тут важный момент. Возможно, при запуске у вас может появиться вот такая ошибка. Ничего страшного в этом нет, у меня так тоже было. Вам нужно нажать на кнопку «Да», и вас перекинет на сайт, где надо будет скачать один недостающий компонент. У вас скачается файлик, вы его запускаете и устанавливаете. После этого вновь запускаете программу, и она теперь откроется. Теперь начинается самое веселое. Эта программа работает с играми, которые сделаны на движке Unreal Engine. Ссылку на полный список игр от официальных тестеров я оставлю в описании. Как правило, это игры от первого и от третьего лица. В большинстве случаев программа работает хорошо. Скорее всего, в вашей библиотеке игр будет подходящая игра, на которой можно проверить эту программу. Да и вообще, как узнать, на каком движке сделана игра? Заходим в Steam Database, ссылку я оставлю в описании, находим в поисковике игру и слева жмем на кнопку App Info. В таблице находим Detected Technologies, и, как правило, здесь будет написано, на каком движке сделана игра. Для уточнения можно еще проверить ее в списке, были ли на нее тесты. В моей библиотеке обычных игр есть игра Astroneer. Посмотрим, как будет выглядеть настройка игры от третьего лица, и потом я покажу вам на примере какого-нибудь шутера. Сначала мы запускаем VR-шлем. Если у вас Quest 2, Quest 3, Pico 4, то тоже подключаем его, чтобы он был полностью готов к использованию. Теперь смотрите, мы запускаем игру, ждем, пока она загрузится, как минимум до основного меню. В идеале можно сразу запустить какой-нибудь уровень. Теперь мы открываем наше окошко с программой и сверху разворачиваем список с запущенными приложениями. Там должна быть ваша игра, которая сейчас открыта. Выбираем ее. Внизу настройки оставляем такие же. Единственный момент — это пункты запуска OpenVR и OpenXR. Если в двух словах, то OpenXR открывает через приложение Oculus, Virtual Desktop и подобные. OpenVR запускает через SteamVR. Можно запустить как вам удобно. В любом случае и так все запустится. Далее мы жмем Inject, и теперь наша игра должна преобразоваться в VR-режим. Должно открыться окно, как будто вы запустили VR-игру. Теперь вы находитесь в самой игре, и перед вами будет вот такое меню. Это меню нашего инжектора. Ну что ж, почти готово, осталось все настроить. Учитывая, что программа продолжает развиваться, улучшаться, плюс очень много нюансов в самих играх, которые она поддерживает, в идеале было бы правильнее сделать гайд по каждой игре в отдельности. Насколько она хорошо работает и какие настройки нужно поставить не только в этой программе, но и в самой игре. Поэтому пишите в комментариях, подписывайтесь на мой Boosty, там я буду делиться эксклюзивными файлами и материалами. На некоторые игры уже есть готовые настроенные конфиги. Их пока мало, но это вопрос времени. Сейчас я пройдусь по основным настройкам, которые понадобятся в любом случае. Все настройки, которые вы поставите, после выхода из программы они автоматически сохраняются для каждой конкретной игры. Поэтому вам не придется каждый раз заново настраивать. Это огромнейший плюс. Теперь переходим к самим настройкам. Во вкладке Runtime есть пункт OpenXR Options. Этот ползунок Resolution Scale аппаратно улучшает качество графики, но если у вас слабая видеокарта, то лучше его не трогать. Во вкладке Камера нас интересуют две нижние галочки. Если в двух словах, они отвечают за движение по осям в зависимости от параметров, которые стоят в предыдущих вкладках. В данном случае для комфортной игры нам нужно убрать обе галочки. Закрываем меню одновременным нажатием стиков и готово. По сути, для игры в Astroneer практически ничего менять не нужно, но с играми от первого лица все немного сложнее. Для примера я возьму игру Ill Will. Запускаем по такому же принципу, находим ее в списке, жмем Inject, заходим в игру. Первое, что мы видим, ничего не работает. Это нормально, сейчас настроим. Открываем наше меню. Во вкладке Input в разделе Aim Method мы меняем с Game на Right Controller. Чуть ниже ставим галочку на Use Pawn Control Rotation. Еще ниже есть пункт Snap Turn.
Если вам нужны резкие повороты тачем, то поставьте здесь галочку. Так будет привычнее и меньше укачивать. Далее, почти в самом низу в Movement Orientation мы меняем с Game на Head HMD, чтобы при перемещении учитывалось направление головы. И в самом низу в Room Scale Movement мы убираем галочку, если она у вас стоит. Во вкладке Камера в самом низу есть две галочки. В этом случае их надо обе поставить. Теперь еще одна хитрость. Когда у вас открыто меню с настройками, мы зажимаем правый триггер, и у нас появляется маленькое окошко. И теперь с помощью стиков мы можем настроить расположение нашей камеры. Это поможет еще лучше настроить и добавит еще больше погружения. Закрываем меню и вау! Теперь это смотрится и ощущается довольно неплохо. Да, можно еще сильнее заморочиться с настройками, но для этого надо уже будет открывать меню продвинутых настроек, и, например, в конкретно этой игре можно будет сделать возможность крутить оружие по всем степеням свободы. Но это надо будет делать отдельно для каждого оружия. Находить файлики, менять настройки. Как я уже говорил, для каждой игры требуются полностью индивидуальные настройки. Поэтому пишите в комментариях, и я с радостью сниму отдельный гайд по полным настройкам для определенной игры. Пау, пау, пау. Огромное вам спасибо за просмотр и подписку. С вами был GenVR, и помните, что будущее уже наступило. Просто не все об этом знают. Скоро увидимся.